Приветствую, друзья! Лично мне начинает казаться, что между компаниями 7 Гц и Rabga происходит некоторая гонка. Сначала у компании вышла аналогичная Timeless модель Hook X, а теперь мы говорим о чистом динамике с настройкой поразительно схожей с Eternal. Впрочем, хороших наушников должно быть много. И ровно как мне понравились Eternal, с тем же самым восторгом я принял новенькие Leaf D01. Причем последний, вдобавок ко всему, имеет еще и частично открытую конструкцию. Собственно, о них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в невзрачной такой картонной коробке с логотипом производителя, изображение внешней части чашечек и подробной схемы их устройства о разборе. Из характеристик отметим 10-мм динамический драйвер с чувствительностью 110 дБ и импедансом 32 Ома. В комплект нам положили простенькую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, плотный фирменный бокс из кожзаменителя и вот такую вот пластиковую коробочку с двумя наборами амбушюр разного типа и размера. Знакомые уже нам насадки с желтым сердечником и нечто новенькое, но не менее интересное из более мягкого силикона. Кабель тут матерчатый, витой, с гибкими заушинами с термоусадки и прямым металлическим штекером. Аппаратура показала сопротивление каждой его жилы равной 0,242 Ома, что в пределах нормы. Сами чашечки, в отличие от Eternal, достаточно компактные. С внутренней их части расположилось компенсационное отверстие для 10-мм динамика и средний по габаритам звуковод с выступом для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой. А вот на верхней их части нас ждет настоящий сюрприз, поскольку соединение с кабелем происходит глубоко внутри наушников. Первый раз, друзья, вот такой вот вижу. Фейсплейты же имеют интересный такой абстрактный рисунок в виде линий и отверстий с сеточкой, благодаря которым, кстати, обеспечивается та самая полуоткрытая конструкция модели. Выглядит это здорово, сидят наушники куда удобнее, чем Eternal, да и звукоизоляция здесь на достойном уровне. Причем мне подошли оба типа комплектных амбушюр. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям здесь классический по длине и амплитуде импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,7%. Все, что меньше единицы, считается превосходным. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 76 и 96 миллисекундам, причем практически без возмущений. Разница между амбушюрами присутствует, но находится в пределах погрешности измерений, где АЧХ имеет подъем низких частот на 8,5 дБ с плавным заходом на середину, внушительное выделение области разборчивости с пиком на 2,5 кГц, имитацию ушной раковины, это пик на 5,5 кГц, и слегка выраженный пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Далее нам дополнительно подсветили частоты 13 и 16 кГц, чтобы, скорее всего, подчеркнуть разнообразные перкуссионные хвосты. Все акценты здесь акустически оправданы, вопросы могут быть лишь к их амплитуде, но это уже, друзья, дело вкуса. Говоря о звучании, Rabga Leaf D01, я готов признать их одними из самых подробных наушников, что я только слушал за последние полгода-год. Какая-то просто невероятная реалистичность происходящего, высочайшая отрисовка нюансов, открытость и фантастическая мелодичность. Музыка кажется словно сплетенной из миллиона тончайших нитей, сквозь которые легко просматривается абсолютно любой инструмент до самых его мельчайших деталей. Отследить вторую скрипку в четвертом ряду практически не составляет проблем, если она, конечно, надлежащим образом записана. Так что, если вы, скажем, ценитель оркестровой или иной академической музыки, фанат джаза, интеллектуальной электроники или чего угодно еще, требующего кристальной прозрачности и очень четкой по своему характеру подачи, то это точно ваш выбор. Хлесткий, при этом достаточно сочный бас, выразительная и просто сверхэмоциональная серединка и те самые свойственные Rabga утонченные затухания. Тут даже на перкуссии можно надолго так зависнуть.
Причем, в отличие от не менее уважаемых 7 Years Eternal, на верхах нет того легкого смещения тона, то есть S звучит как S, а не как мягкое щ. Собственной массы у звука тоже достаточно, не скажу, что ее прямо много, но вполне хватает, возможно, из-за частичной открытости конструкции. Зато в звуке прямо в избытке воздуха и очень точное позиционирование инструментов друг относительно друга. Ровно как реализация динамика в Eternal после планарных Timeless, также чисто динамический Leaf D01 буквально сносят крышу после планарных Hook X. Словно производители, научившись на планарах, поняли наконец, как правильно готовить динамические излучатели. Сравнивая их с теми же самыми Hook X, тут куда более естественная насыщенная середина, а против Timeless еще и не столь перекачанный бас. Да, в Timeless низкие частоты — это особая фишка, но в Leaf сделали заметно более упругими и четкими. У новеньких 7 Гц Dioka на фоне героев обзора нижняя середина кажется задавленной, да и сама подача тотально мягче и теплее. Здесь же все идеально сфокусировано, проработано и при этом очень музыкально. Чем модель, на мой взгляд, разительно отличается от большинства своих конкурентов. То есть все с одной стороны супер подробно, а с другой безумно мелодично. Очень замечу редкое сочетание качеств, именно оно меня, собственно, и пленило. BQA со своими Отом тоже чем-то похоже, но, на мой взгляд, даже не близко. По стилистике, как я уже упоминал, наушники переварят почти любые жанры, за исключением, возможно, брутально тяжелых, где хотя и с головой агрессии и драйва, плюс прекрасная передача энергетики, но может не хватить того самого мяса на середине, зато бас оценят даже любители танцевальной электроники, хлесткие, упругие, при этом довольно глубокие. Если вам нравится выслушивать тембры в синтезированных ритм-партиях или слоистость на верхах, уверен, останетесь в полнейшем восторге. Слоистость — это точно пролив D01. Единственное, к чему я могу придраться в данном ключе, на высоких хотелось бы чуть больше массы. Уверен, найдутся и те, кому захочется жирка на середине и вообще сдержанный линейный характер. Но это уже, на мой взгляд, совсем уж вкусовое. Лично меня тут все устраивает на все 100%. К источникам они также лояльны. Хотите добавить плотности звука, выбирайте ЦАП помузыкальнее. Но если нравится их точность и желаете ее подчеркнуть, то и это легко получится. Слушал их с разными решениями, все варианты меня порадовали. Относительно разницы в насадках она есть, но уловить ее не так и просто. В обоих случаях имеем отличную выразительность, проработку и, конечно же, мелодичность. Однако в случае амбушюр с желтым сердечником само тело звука кажется тверже, отчего все тембры звучат четче и резче. В то время как насадки с зеленым сердечником слегка смягчают подачу. Получается не так сфокусировано, зато естественно и, на мой взгляд, как-то даже вальяжно. Словно по клавишам не бьют, а как-то упруго скользят. Есть в этом свой особенный шарм, отчего я с огромным наслаждением слушал одни и те же композиции сначала на желтых, а затем и на зеленых насадках. Причем каждый раз подмечая в звуке свой иной отличающийся кайф. Не знаю, друзья, как это точнее вам описать, но в одном случае на том же фортепиано играют технично, а во втором с элементом такой экспрессии или даже легкой импровизации. В общем, за подбор насадок Rabtga отдельное спасибо. Меня же в наушниках сильнее всего поразило, насколько все четко и прозрачно, без ухода в сухую нейтральность с ее грубой монолитностью. У Rabtga техничность прекрасно соседствует с эмоциональностью, глубиной, правильным объемом и уровнем прорисовки всего музыкального полотна. Так что даже после планарных наушников подмечаешь, насколько тут все детальнее и без того вот легкого синтетического налета. Впрочем, с чисто арматурными решениями я бы их тоже сравнивать не стал. В последних обычно подчеркивают агрессивность и детальность этого класса драйверов. Здесь же настолько сильного уклона в нюансы нет, но прорисовка просто потрясающая, причем она абсолютно к месту. Вот такие совершенно нетривиальные получились наушники со своим уникальным характером. Меня, как вы поняли, они впечатлили. Очень интересный звук. Итогом, динамические внутриканальные наушники Rabtga Leaf D01 отлично выглядят, прекрасно сидят, имеют шикарный кабель в комплекте и, что куда важнее, просто фантастически прорисовывают все даже микроскопические нюансы звукоизвлечения. Это как раз тот самый случай, когда можно поймать вау-эффект и сказать, что услышал то, чего раньше не подмечал в уже до дыр заслушанных композициях. Но еще важнее, что такую невероятную прозрачность удалось совместить с выразительностью,
мелодичностью и каким-то просто фантастическим погружением в материал, с тем самым приятным слуху тембральным объемом, глубиной, затуханиями и точнейшим построением виртуальной сцены. Наушники настолько хороши, что в них можно мониторить процесс звукозаписи наряду с какими-нибудь серьезными решениями от именитых производителей. Возможно, не для металла, зато все остальное звучит просто шикарно. Очень круто. Я буду пользоваться и вам однозначно советую. Для джаза, например, эти наушники превосходны. А как они передают струнные и духовые инструменты, вообще сказка. Причем от низких до самых высоких регистров. Я, друзья, в восторге. Тем, кто ценит звукопрозрачность, настоятельно рекомендую. Ну а у меня на этом все. Это были динамические наушники Rapt Galif D01. Всем добра, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на меня в социальных сетях ВКонтакте и Телеграме. Там тоже много чего интересного. Собственно, всем пока.